Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 7 февраля. В этом видео поговорим о народном календаре, поговорим о церковном календаре, уделим внимание иконе Божьей Матери, которая празднуется в этот день, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать. Итак, друзья, далее все более подробно. 7 февраля в православном календаре отмечается День памяти святителя Григория Богослова, чье имя стало символом глубокой веры, богословской мудрости и литературного таланта. Григорий Богослов родился в 329 году в малазийском городе Назианза. Еще до своего рождения его мать посвятила Господу Богу, и этот посвященный путь определил всю его будущую жизнь. Получив отличное образование в школах Кесарии Палестинской, в Александрии, Афинах, Григорий выделялся не только своими способностями, но и глубоким духовным стремлением. В возрасте 26 лет Григорий принял крещение, после чего предался духовной практике и творчестве. Его дружба с Василием Великим, укрепленная в пустыне Афинской, оставалась с ним на протяжении всей жизни. Становясь епископом Назианза, Григорий активно противостоял арианству, добиваясь победы православия. Его вдохновенные проповеди возвели в истину тысячи людей, а его богословские труды сыграли ключевую роль в защите веры. После борьбы с арианством и управления Назианской церковью святитель Григорий отошел в уединение, где продолжил свои богословские и литературные труды. Вернувшись в родное селение, он завершил свою жизнь в уединении. Святитель Григорий Богослов – это не только выдающийся деятель церкви, но и великий мыслитель, поэт и проповедник. Его жизнь служения стала ярким свидетельством силы веры и примером преданности богословским идеалам. Святитель Григорий Богослов, избранный как слуга Божий, является покровителем для тех, кто сталкивается с негативными искушениями, трудностями в трудах и в строительстве, а также теми, кто переживает переезд или новоселье. Вера в его благословение приносит утешение и решение проблем в различных сферах жизни. Поэтому Григорий Богослов считается заступником в ситуациях моральных искушений. Люди, которые подвергаются влиянию искушений, будь то любовные какие-то трудности, искушения взяткой, обращаются к святителю за молитвенной поддержкой. Он считается заступником, помогающим преодолеть соблазны и направить свою жизнь по праведному пути. Также те, кто находится в гонении или в изгнании, также обращаются к святому Григорию Богослову за защитой и силой. Святитель понимает трудности людей, которые сталкиваются с несправедливостью, и является утешением для тех, кто ищет поддержку в сложных ситуациях. Святой Григорий также является и покровителем для тех, кто занимается строительством или переезжает на новое место. Люди молятся о благословении и успехе в начинаниях, связанные с созданием чего-то нового. Святитель Григорий считается тем, кто направляет усилия строителей и приносит благополучие в новый дом. Если у вас есть какие-то трудности на работе, карьерные затруднения или неудачные взаимоотношения с коллегами, обратитесь с молитвой к святому Григорию Богослову. Прощение святителя о помощи важно для тех, кто сталкивается с препятствиями на пути к успеху и гармонии в профессиональной сфере. Также 7 февраля в православном календаре отмечается праздник, посвященный чудотворной иконе Пресвятой Богородицы, именуемой «Утоли моя печали». Этот день стал символом утешения и заступничества Божией Матери в трудные моменты жизни. Икона «Утоли моя печаль» известна своим чудотворным воздействием на верующих. Согласно преданию, икона была обретена в монастыре на горе Афон в Греции. Чудеса, совершенные
совершаемые через молитвенное обращение к этой иконе, привлекли внимание и поклонение многих верующих. Поэтому в этот день христиане собираются в храмах для молитвы и поклонения перед иконой «Утоли моя печали». Службы, как правило, сопровождаются чтением молитв о заступничестве Богородицы и благословении для всех верующих. Христиане обращаются к Пресвятой Деве с мольбами о помощи в их борьбе с трудностями и укреплении духовной веры. Верующие, обращаясь к иконе «Утоли моя печали», ищут утешение и поддержку в своих трудных периодах жизни. Многие свидетельствуют о чудесах и благословениях, полученных через молитвенное обращение к этой иконе. А вот в народном календаре 7 февраля назвали Григорьевым днем или Днем Григория Богослова. Также этот день известен как Григорий Вестноуказатель, потому что этот день стал временным ориентиром для многих народных примет, предвестий и верований, связанных с приближающейся весной и характером предстоящей зимы. Традиционно 7 февраля считается днем, когда лучше всего проявить доброту и благосклонность. Это может быть проявлено не только через финансовую помощь, но и через мелкие добрые поступки, через поддержку и внимание. Однако важно помнить, что согласно народным приметам нельзя хвастаться своими добрыми делами. Кроме того, 7 февраля отмечается не только день как день благотворительности, но и как день, когда особенно важно быть осторожным со словами и поступками. Наши предки верили в силу слова, произнесенного в этот день. И 7 февраля считался временем, когда каждое слово обретало особенное значение. Поэтому наши предки верили, что сказанное в этот день сбывается, будь то слова, все это обретает пророческую силу. Традиционно считалось, что стричь волосы и ногти на Григория Богослова – это дурной знак. Предания предупреждали о том, что такие действия могут привести к серьезным проблемам в будущем, и их решения будут далеко не легким. Верили, что тело в этот день подвержено особой энергетике, и любые изменения могут повлиять на ход событий в жизни. Традиция плевать себе под ноги также имеет свое место в народных приметах 7 февраля. Считалось, что тот, кто сделает это действие, может подвергнуть себя риску неудачного пути в жизни. Это действие считалось своеобразным вызовом, бедам и препятствиям, которые могут подстерегать на пути человека. 7 февраля занимал и особое место в сердцах торговцев и предпринимателей. Этот день считался благоприятным для решения денежных вопросов, и торговцы в этот день привлекали удачу с помощью заговоренного кусочка сахара. Традиция брать заговоренные кусочки сахара у знахаря в этот день имела корни в древних верованиях, магические свойства определенных предметов. Сахар считался не только сладким лакомством, но и символом изобилия и материального успеха. Знахари, как проводники между мирами, придавали сахару особое магическое влияние, способное привлекать удачу и процветание. Получив заговоренные кусочки сахара, торговцы хранили их в своих лавках. Тайна была ключом к магической энергии, поэтому важно было держать такой вот амулет в тайне от посторонних глаз. В народе считается, что погодные условия в этот день, 7 февраля, могут предсказать и характер предстоящей зимы. Ясное и мирное небо может усилить умеренные морозы и спокойное зимнее время, в то время как метели и непогода могут стать предвестниками продолжительных морозов и обильных снегопадов. Важное место в народных приметах этого дня занимало и наблюдение за поведением животных. Если птицы активны и радостны, это было признаком теплой и благоприятной весны. Но если животные ведут себя беспокойно и необычно, это может предсказывать сложный зимний период. Также некоторые народные приметы в этот день были связаны и с растениями. Если деревья имеют много почек, это говорит, что зима будет мягкая. Однако, если растения и цветы прорастают рано, это может быть еще и предупреждение о возможных весенних заморозках.
Люди, рожденные 7 февраля, несут в себе уникальную энергию и непредсказуемость. День рождения обогащен влиянием знака зодиака Водолей и числа 7, что придает этим людям особенные качества и взгляды на жизнь. Кроме того, люди, рожденные 7 февраля, обладают неординарным мышлением и творчеством. И их ум переполнен идеями, инновациями и стремлением к созданию чего-то уникального. Они часто выделяются в искусстве, литературе, музыке и в других творческих областях. Сны, приснившиеся в ночь с 6 на 7 февраля, могут стать ключом к раскрытию ваших скрытых желаний, страхов и глубоких переживаний. Что же нужно было делать в этот день 7 февраля по народным приметам? 7 февраля, издревле известный как Григорьев день, приносит с собой уникальные традиции и поверья, которые придают этому дню особый характер. Итак, друзья, как же правильно провести этот день и что нужно сделать? Григорьев день традиционно посвящен благотворительности и добрым поступкам. Это прекрасный день для того, чтобы проявить заботу о других, помочь нуждающимся или просто подарить улыбку. Однако важно помнить, что традиции советуют не хвастаться своими благотворительными поступками, сохраняя тайну и чистоту намерения. Также, по народным поверьям этого дня, подаренные женщине цветы в этот день обещают счастье. Это может быть прекрасным способом выразить свою заботу и внимание. Выбирайте свежие цветы, чтобы создать позитивное настроение и подарить радость. Торговцам и работникам сферы торговли рекомендуем положить в карман кусочек заговоренного сахара. Считается, что этот магический аксессуар привлечет удачу в делах. В этот день также важно следить и за своими словами. Народные приметы говорят, что все сказанное 7 февраля сбывается, поэтому стоит избегать негативных высказываний и пожеланий. Поддерживайте сегодня положительные беседы, делитесь добрыми мыслями и старайтесь создавать позитивное окружение вокруг себя. Будьте осторожны с тем, что вы желаете себе и другим в этот день. Дело в том, что народное поверье гласит, что желания, высказанные в этот день, могут сбыться, поэтому лучше направлять свои мысли и пожелания только в позитивное русло. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 7 февраля по народным приметам, традициям и обрядам. Григорьев день, известный также как зимоуказник, несет с собой не только традиции благотворительности и добрых поступков, но и осторожность в словах и в деяниях. Поэтому в этот день существуют определенные вещи, которые следует избегать, чтобы не привлечь нежелательные последствия. Итак, в этот день незамужним девушкам не рекомендуется делать комплименты насчет их внешности. Дело в том, что такие комплименты могут привести к сглазу, который отпугнет всех потенциальных женихов. Ну а чтобы избежать этого, лучше воздержаться от подобных высказываний и оставить это на другой день. Кроме того, существует и обратная сторона медали, когда злые люди или соперницы намеренно хвалят девушку 7 февраля, чтобы подставить подобные сглазу комплименты. В случае такой хвалы народные приметы предлагают скрутить кукиш в кармане и пронести с собой его до первого перекрестка. Считается, что такое действие поможет отразить негативное воздействие. Несмотря на обязательность добрых поступков в этот день, важно помнить и о традиции сохранения благодарности. Не стоит хвастаться своими сегодня благотворительными действиями, чтобы избежать утраты их магической силы. Подобная скромность призвана подчеркнуть вашу искренность и чистоту мотивов. Как вы знаете, слова имеют особенное значение 7 февраля, поэтому важно избегать высказываний, которые могут принести негативные последствия. Пожелания дурного и негативные слова могут сбыться, поэтому стоит обращать внимание на то, что вы говорите и какие мысли наполняют ваш ум. Кроме того, этот день предостерегает нас от хвастовства и высказывания хвалебных слов о своих собственных поступках. Дело в том, что по народным приметам такие поступки, о которых говорят с гордостью, могут привести к бедам, к проблемам.
Поэтому хвалебные слова, направленные на рассказы о своих добрых поступках, лучше в этот день не говорить. Далее, сегодня не стоит рассказывать даже близким о своих планах. Верится, что подобные разговоры могут привести к тому, что планы исполнятся с точностью до наоборот. Поэтому, чтобы избежать нежелательных последствий, лучше оставить планы в тайне до более подходящего момента. Также сегодня нельзя стричь ногти и волосы. Это может повлечь за собой негативные последствия, вплоть до возможности не дожить до весны. Особенно это касается детей, стариков и тех, кто зависит от посторонней помощи в гигиенических процедурах. Поэтому отложите эти процедуры на более подходящее время. Также в этот день запрещено плевать на землю, так как это может лишить вас пути вперед. В случае невнимательности и проявления забывчивости, если вы все же плюнули, то советуем вернуться назад и обойти плевок по часовой стрелке. Таким образом, вероятность того, что народная примета сработает, намного уменьшится. Мужчинам в этот день не рекомендуется возвращаться домой с пустыми руками. Существует поверье, согласно которому это может привести к жизни впроголодь. Поэтому глава семейства должен обязательно принести домой что-то съедобное, например, хлеб или соль, чтобы обеспечить семью. Если молоко переливается через край в этот день, не переживайте, это считается знаком к радости. И наоборот, волнения могут привести к приходу негативных новостей. Поэтому позвольте молоку переливаться. Считайте это положительным знаком в этот день, 7 февраля. Друзья, вот такой у нас с вами день, 7 февраля. Прямо сейчас ставьте лайк, в комментариях напишите обязательно «благодарю». Друзья, кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, отправить донат, благодарность вы можете выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Любая сумма нам будет приятна. Мы всех благодарим, и пусть Всевышний приумножит это все в вашей жизни. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!